Когда древний человек подчинил себе огонь, создал колесо, спустил на воду плот, он не просто изобрел способы передвижения. Он заложил фундамент инженерной эволюции. С тех пор транспорт стал сердцем цивилизации, ее индустриальным пульсом, технологической силой, определяющей ход истории. Скорость, свобода передвижения, расширение границ – вот что формировало человечество. Шелковый путь приносил не только товары, но и идеи, меняя мировоззрение целых народов. Корабли эпохи великих географических открытий объединяли континенты, создавая новый глобальный порядок. Паровозы XIX века ускоряли ритм жизни, а авиация XX превращала время в стратегический ресурс, стирая границы и выстраивая мир без ограничений. Тысячи лет транспорт был двигателем прогресса. Но сегодня этот эффективный механизм дал сбой. Дороги, которые еще вчера были символом свободы, теперь стали капканом. Сможет ли наше транспортное сердце биться дальше? Или оно готово остановиться? Пробки душат города. Выхлопы отравляют воздух. Бесконечное расширение транспортно-логистической инфраструктуры убивает природу. Фактически транспорт, призванный служить человеку, превратился в угрозу для всей нашей земной цивилизации. Каждый день миллионы людей становятся заложниками транспортного хаоса. Каждый год транспорт уносит более миллиона жизней. Каждое десятилетие человечество уничтожает все новые территории ради дорог, парковок, мостов. Только за последние 25 лет исчезло более 3 миллионов квадратных километров нетронутой природы, площадь, сопоставимая с европейской частью России. Сегодня транспорт – это не катализатор развития, а система, истощающая наш общий цивилизационный дом – биосферу планеты Земля. Парадокс нашего времени. Мы стремимся к развитию, но опираемся на технологии, которые подрывают его фундамент. Мы верим, что движение вперед ведет к прогрессу, но оно заводит нас в экологический кризис и тупик. Будущее зависит от решений, которые мы принимаем сегодня. В ближайшие годы транспорт должен измениться. Время на раздумье закончилось. Через 20-30 лет точка невозврата будет пройдена. К 2040 году удвоится количество автомобилей, а вместе с ним – хаос, потери ресурсов и деградация окружающей среды. Да, мы можем продолжать расширять дороги, строить новые развязки. Но это уже лишь попытка поддержать технологию, которая исчерпала себя. Настало время задать себе вопрос: каким должен стать транспорт будущего, чтобы он не разрушал, а сохранял? Ответ очевиден. Нужно создать новую модель перемещения. Транспорт второго уровня. Эффективный, экологичный и доступный для всех стран. И это не просто новая транспортная система. Это новая философия.
осознанный путь и забота о тех, кто придет после нас. Будущее за интегрированными надземными транспортными системами, сочетающими законы физики и современной технологии. Это не просто улучшение существующих решений. Это представлено новый подход к мобильности. Главная проблема современного транспорта – не углеродный след, а канцерогены от сжигания грязного, содержащего серу и тяжелые металлы топлива. Причем не в чистом кислороде, а в воздухе, в котором не только много азота, но и вся таблица Менделеева. Полная электрификация транспорта не способна решить этот вопрос. Она лишь перераспределяет выбросы, увеличивая экологическую нагрузку на электростанции, где и продолжается сжигание первичных энергоресурсов. Параллельно традиционные методы строительства дорог и транспортных узлов приводят к масштабному изъятию земель, разрушению природного ландшафта и биогеоценозов, нарушению поверхностных и грунтовых водных потоков. Поэтому важно не просто заменять в транспорте одно топливо другим, а значительно снижать энергопотребление и принципиально менять транспортную инфраструктуру, минимизируя ее отрицательное воздействие на биосферу. По-настоящему правильное решение – это создание энергоэффективного, малозатратного и безопасного транспорта, который потребляет меньше энергии вне зависимости от ее вида и источника. Вопрос оптимальной транспортной системы из технической задачи давно превратился в стратегический вызов для цивилизации. Транспорт будущего – это не просто модернизация существующих технологий, а их принципиальный пересмотр с учетом физических закономерностей и экологических требований. Эволюция инженерной мысли движется к минимальным затратам ресурсов при максимальной результативности, что делает эти разработки не только рекомендательными, но и необходимыми. Принципы конструирования идеального транспорта, в особенности высокоскоростного, основаны на ряде ключевых факторов. Во-первых, это электропривод. Не только экологически чистый, но и максимально эффективный с точки зрения энергопотребления. Во-вторых, это колесный движитель в сочетании с рельсовой системой. Они обеспечивают минимальные потери энергии при трении и качении, а выбор для колеса и рельса стали, как основного контактного материала, гарантирует долговечность и надежность. В-третьих, аэродинамика корпуса, которая играет ключевую роль в снижении энергетических затрат. Отсутствие выступающих элементов, крыльев, рулей, шасси позволяет минимизировать сопротивление воздуха, что очень важно для транспорта, развивающего высокие скорости. Ведь при скоростях движения более 100 метров в секунду на преодоление аэродинамического сопротивления тратится более 90% всей расходуемой транспортом энергии. Следующий четвертый момент – отказ от сплошного дорожного полотна. Современные технологии позволяют поднять транспортные пути на второй уровень, на высоту 5 метров и выше над поверхностью суши или воды. Такой подход не только снижает вредное воздействие на экосистему, но и исключает традиционные проблемы – заторы, значительный землеотвод и аварийность. И последний, но не менее значимый элемент высокотехнологичного транспорта – струнный рельс. Это инновационное решение, где путевая структура выполнена в виде предварительно напряженной конструкции. Совокупность перечисленных компонентов открывает новые горизонты перед транспортными системами, позволяя реализовать
безопасные, энергоэффективные и экологичные перевозки. Для прогресса в развитии недостаточно внедрения инновационных технологий только в развитых государствах. Важна социально-экономическая применимость разработок на глобальном уровне. Транспорт должен быть доступным для всех стран, учитывая ограниченность бюджетов и инфраструктуры развивающих государств. Например, стоимость традиционного надземного метро в Объединенных Арабских Эмиратах превышает $100 миллионов за километр, а наземного трамвая – $85 миллионов. Эти суммы неподъемны для большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки, где требуется эффективная, но экономически рациональная инфраструктура. Поэтому миру нужны эстакадные системы по стоимости асфальтовой дороги, не превышающие $4-5 миллионов за километр. Такой подход обеспечивает развитие транспорта без внушительных затрат и массивных материалоемких конструкций, присущих традиционным эстакадам. Сегодня передовые транспортные комплексы, соответствующие всем критериям чистого транспорта, уже не проекты будущего. Они работают здесь и сейчас. Наглядное подтверждение тому – 7 тестовых пассажирских, грузовых и грузопассажирских комплексов UST, успешно эксплуатируемых с 2015 года в экотехнопарке в Беларуси и с 2018 года в Центре испытаний и сертификации USky в Объединенных Арабских Эмиратах. С 2024 года Беларусь стала площадкой для первого коммерческого проекта UST туристической трассы Unilight, воплощающей идеи доступного, экологичного и эффективного транспорта. UST – это транспортная технология, основанная на применении рельсо-струнной эстакады. Такое решение гарантирует надежность, безопасность и низкую материалоемкость, позволяя перевозить пассажиров и грузы в городах со скоростью до 150 км в час, а между регионами, странами и континентами на скоростях до 500 км в час. В будущем же до 1200 км в час в фурвакуумных тоннелях. Рельсо-струнно-путевая структура не обладает нежелательным экранным эффектом. Благодаря преднапряженным струнным элементам из стали, базальтовых волокон или углепластика, она долговечна и высокоустойчива к внешним воздействиям. Кроме того, низкий объем земных работ и минимальная площадь землеотвода делают ее наиболее экологичным решением среди транспортных систем эстакадного типа. В отличие, например, от Maglev-систем, транспортные средства UST, беспилотные рельсовые электромобили на стальных колесах или юнимобили, обеспечивают максимальный коэффициент полезного действия. Их электрическое мотор-колесо достигает КПД 90% и более, тогда как КПД линейного двигателя у поезда на магнитной подушке не превышает и 50%. Комплекс UST может быть монорельсовым, бирельсовым или квадрорельсовым, как навесным, так и подвесным, а вся конструкция адаптируется под конкретные задачи. В зависимости от требований путевая структура может быть гибкой, полугибкой, полужесткой или жесткой, а длина пролетов способна достигать 3000 метров и более. Таким образом, UST реализует комплексный подход, объединяя лучшие инженерные принципы от механики и аэродинамики до аэродинамики и устойчивости, надежности, долговечности конструкции. Энергоэффективность любой транспортной системы определяет ее экономическую и экологическую целесообразность. При этом физика показывает удивительный факт. КПД наземной транспортной системы, находящейся внизу плоской гравитационной ямы планеты, фактически равен нулю.
Ведь вся затраченная на движение энергия, все 100% уходят не на полезную работу при перемещении транспортного средства по горизонтали, а на борьбу с окружающей средой. На нагрев воздуха, колес, дорожного полотна, выхлопные газы, шум, вибрации и износ всех движущихся элементов. Каждый цикл разгона транспортного средства требует значительных энергозатрат, а каждое торможение превращает накопленную энергию в тепло и механические износы. Особенно сильно эта проблема проявляется в общественном транспорте, где нередко многотонное транспортное средство в часы низкой загруженности перевозит всего несколько пассажиров, расходуя большую часть энергии не на перемещение груза, а на самого себя. Но что, если сила природы сама начнет работать на транспорт? Гравитация – мощнейший инструмент, способный превратить движение в баланс энергоэффективности. В эстакадных системах, таких как UST, разгон может происходить на специально организованных спусках естественным образом, а торможение – за счет последующего плавного подъема путевой структуры. Такая технология позволит перевести разгоны и остановки городского транспорта в режим естественного циклического движения, исключив потери энергии. Гравитация превращается в двигатель будущего, обеспечивая максимальную мобильность при минимальных расходах. Энергия не будет выбрасываться в воздух, она станет преобразовываться и сохраняться. Переход к таким принципам означает отказ от традиционных энергоемких разгонов и торможений, снижение износов, что, соответственно, даст значительный экономический эффект. Эта концепция основана на гравитационном рекуператоре, механизме, позволяющем преобразовывать потенциальную энергию в кинетическую с КПД 100%, причем без потерь. В условиях эстакадных транспортных систем, таких как UST, подобное решение становится технически легко осуществимым, поскольку между смежными станциями можно спроектировать перепад высот, задействовав естественные физические процессы. На наклонных участках пути иммобиль сначала разгоняется за счет гравитационного ускорения, достигая максимальной скорости без дополнительных энергозатрат. Затем перед станцией его траектория идет вверх, заставляя транспорт естественным образом держать скорость без использования активного торможения. При грамотном проектировании траектории перепад высот между станциями дает возможность перемещения без двигателей и тормозов, снижая энергопотребление и износ тормозных колодок и колес. Например, на километровом участке пути, благодаря использованию провисающей путевой структуры и перепаду высот в 25 метров, максимальная скорость юнимобиля без потерь энергии может достигать 80 км в час. Средняя скорость движения составит 60 км в час, что, например, в 1,5 раза больше в сравнении с московским метро. На примере того же километрового участка пути у UST провисающего типа наблюдается и 12-кратное снижение затрат энергии по сравнению с наклонной в одну сторону прямолинейной путевой структурой. Если сравнивать с классическим городским транспортом, таким как автобус, метро, трамвай и другие, то UST с горизонтально расположенной путевой структурой снижает энергозатраты в 3-5 раз, а при реализации большепролетной подвесной эстакады провисающего типа, использующей принципы гравитационного разгона и торможения, почти в 100 раз. Подвесная путевая структура позволяет исключить 10-20 промежуточных опор на каждом километре маршрута, сокращая материалоемкость и стоимость строительства. В условиях городских трасс UST провисающего типа перемещение подвижного состава может происходить по крышам высотных зданий,
полностью исключая необходимость выделения дорогостоящей земли под транспорт и логистическую инфраструктуру. Для компенсации потерь энергии при движении юнимобиля достаточно перепада высот в 2 метра на каждом километре пути, что позволяет преодолеть километровый перегон примерно за 60 секунд. Увеличение же провиса путевой структуры приведет к еще большему росту скорости и сокращению времени в пути. Проведем мысленный эксперимент для более глубокого понимания преимуществ подвесного ЕСТИ превосходящего типа. Сравним его с поездом на магнитной подушке, за которым многие специалисты видят будущее транспортной отрасли. Представим себе линейный город кластерного типа длиной 9000 километров, протяженностью от Москвы до Владивостока. Между кластерами ровно 1 километр. В каждом из них остановка. Дороги выставлены идеально ровно. Одна абсолютно горизонтально для маглев поезда, другая провисающая с прогибами 20 метров на каждом пролете длиной 1 километр. В обоих случаях идеально магнитная подушка, а юнимобиль может иметь не только колеса, но и магнитную подушку. И идеально аэродинамика рельсового электромобиля. Никаких потерь энергии. Электромобили массой по 20 тонн, примерно как трамвай, одновременно приведены в движение со скоростью улитки 1 мм в секунду. И теперь остается лишь ждать. Результат? Маглев поезд доберется до Владивостока через 285 лет. Подвесной же ЕСТИ всего за 6 суток и 14 часов. Причем при увеличении провиса на каждом пролете средняя скорость движения возрастает, а время пути можно будет сократить до 4-5 суток при той же стартовой скорости 1 мм в секунду. Конечно же, такой эксперимент в реальной логистике невозможен. Однако он наглядно демонстрирует ключевое преимущество ЕСТИ. Гравитационная энергия превращается в скорость, а провисающая конструкция делает транспорт не только быстрым, но и энергоэффективным. Пока традиционные системы цепляются за горизонтальность, ЕСТИ используют саму природу в свою пользу, создавая новую транспортную реальность для городской мобильности, провисающую под собственным весом путевую структуру. Современные мегаполисы потеряли свою главную функцию – быть удобными для людей. Они превратились в плотные узлы автомобильного движения, где инфраструктура подчинена не жителям, а транспорту. Более 60 миллионов новых машин ежегодно пополняют мировой автопарк. С каждым годом города все больше превращаются в зоны пробок, шума и загрязнений. Асфальт заменил экосистемы. Бетон похоронил плодородные земли. В ущерб биосфере расширяются города. Например, китайский крупнейший в мире мегаполис Чунцин, который уже сравнялся по площади с Австрией. Линейные города Ю-Сити не просто альтернатива мегаполисам, а революция в городском планировании. Они представляют собой цепочку пешеходных кластеров, соединенных путевой структурой UST провисающего типа. Никаких пробок, выхлопных газов, перегруженных дорог. Рядом будут находиться пассажирские и грузовые рельсострунные системы, а также высокоскоростной транспортно-коммуникационный коридор ЮНЕТ для обеспечения междугородних, континентальных и межконтинентальных перевозок. При этом жилой кластер – это не бетонные джунгли, а гармонично интегрированные в любую природную среду поселения с малоэтажными домами, теплицами на крышах и пешеходными улицами. Все необходимое – офисы, магазины, медцентры, места отдыха и рекреации – будет находиться в шаговой доступности. Сельское хозяйство здесь работает по замкнутому циклу.
производя эликсир плодородия биогумус Ютерра. Это позволит городу не только обеспечивать себя органическими продуктами питания, но и создавать плодородную почву там, где ее никогда не было – в пустынях, горах, на морских платформах. Промышленные кластеры будут расположены отдельно, сохраняя экологическую чистоту городской среды. Таким образом, каждый кластер станет автономной экосистемой, обеспеченной чистой биоэнергией, органической пищей и родниковой водой. Плотность застройки – примерно 2500 человек на километр протяженности линейного города. При такой системе 10 миллиардов человек смогут жить комфортно, заняв всего лишь 1/37 часть земной суши. Остальное пространство останется природе – лесам, лугам, заповедникам, национальным паркам. Сегодня мы стоим на пороге новой эры геокосмической экспансии. Человечество неизбежно выйдет за пределы планеты, вынеся индустриальные технологии в космос. Но сначала нам нужно переосмыслить свое отношение к нашей колыбели, планете Земля. Программа «Камир» предлагает инновационные решения – общемтранспортное средство или АТС и космическое индустриальное ожерелье «Орбита», которое обеспечит масштабное перемещение грузов и пассажиров между планетой и ближним космосом. А ключевым элементом этой системы станет экваториальный линейный город – самый масштабный инфраструктурный проект в истории. Его протяженность составит 40 тысяч километров. Это будет базовый транспортно-инфраструктурный комплекс геокосмической логистики для подготовки кадров, сборки космических конструкций и управления полетами в космосе. Центральной осью города станет взлетно-посадочная эстакада АТС, где соединятся передовые транспортные технологии UHD, автономные энергетические системы, научные и производственные кластеры. Жилые районы будут спроектированы по принципу линейных городов U-City. Таким образом, вместо разрушения земных экосистем человечество может развиваться, сохраняя и умножая природные богатства. Линейные города – это больше, чем транспортная и архитектурная революция. Это новый путь цивилизационного развития, где технологии работают на природу, а не против нее. Это станет альтернативой бесперспективному освоению Марса, которое предлагают некоторые визионеры. Зачем нам лететь на чуждый мертвый Марс, если можно превратить наш общий дом, планету Земля, в цветущий сад? Вместо выживания в невыносимых инопланетных условиях человечество сможет построить гармоничное будущее у себя дома, на Земле. Можно долго спорить о будущем космической логистики, но неизменным остается одно – любая техника подчиняется фундаментальным законам физики. Именно они определяют принципы работы всех существующих транспортных средств, от велосипеда и автомобиля до самолета и космической ракеты. Анатолий Юницкий не создает утопию. Он проектирует систему, которая отвечает ключевым физическим критериям эффективности, безопасности и экологичности. ОТС – самонесущий геокосмический летательный аппарат, способный выводить в космос миллионы тонн грузов и миллионы пассажиров без использования химических реактивных двигателей. Здесь нет громоздких стартовых площадок и ракетных двигателей, загрязняющих атмосферу. Нет разрушительных ударных перегрузок. Вместо этого точный инженерный расчет, использование только электрической энергии и ее максимальная рекуперация. Представьте гигантское кольцо, опоясывающее Землю по экватору. Внутри него
Ленточные маховики, разгоняемые линейными электродвигателями до космических скоростей примерно 10 км в секунду. Центробежная сила создает подъемную тягу, позволяя перемещать грузы и пассажиров на орбиту и обратно с максимальной экономией энергии. Разгон и торможение идут плавно, с комфортными ускорениями. Никакой тряски и перегрузок. Плавность хода на уровне лучших железных дорог. Ведь по своей технической сути ОТС — это гигантский трехколесный юнимобиль, где одно колесо — корпус с пассажирами и грузами, два других — ленточные маховики со стартовыми диаметрами, равными диаметру Земли — 12 756 километров. Современные ракеты-носители — не только технический триумф, но и колоссальный ущерб земной экологии. Выбросы высокотемпературной токсичной плазмы, разрушение озонового слоя, огромные финансовые затраты на транспортировку каждой тонны груза — все это делает космические перевозки привилегией избранных. ОТС предлагает альтернативу – доступное и массовое освоение орбит, при котором стоимость билета сравнима с ценой поездки на скоростном поезде. Геокосмическая логистика становится частью глобальной транспортной системы, а не уникальным проектом для элиты. Себестоимость доставки тонны груза сокращается в 1000 раз. Она составит менее $1000 за тонну. Космос перестанет быть недостижимым. Он станет логичным продолжением земных транспортных магистралей, соединяющих города, страны и континенты. Общепланетарное транспортное средство – это не просто концепция, а инженерный проект, подкрепленный десятилетиями расчетов и исследований. Подобные идеи ранее воспринимались как футуристические мечты, но сегодня они переходят в разряд работающих технологических решений. Ведь, как показывает история, самые грандиозные идеи сначала кажутся невозможными, а затем становятся повседневной реальностью. В эпоху космических амбиций человечество стоит перед необходимостью выстраивания новой инфраструктуры для жизни и работы за пределами Земли. Но вместо того, чтобы разбрасывать объекты по космическому пространству, интуитивная логика требует объединить их в единую транспортно-индустриальную систему. Так рождается концепция космического индустриального ожерелья «Орбита», орбитального комплекса, опоясывающего Землю в экваториальной плоскости на высоте около 400 километров. Максимальное приближение космической индустрии и к поверхности Земли упрощает геокосмическую логистику, делает транспортировку грузов рентабельной и эффективной, а саму орбиту – удобным хабом для производства, исследований и внеземного отдыха. На орбите разместятся заводы, лаборатории, электростанции и жилые модули, обеспечивающие функционирование космических предприятий. Но главное, космос не останется без людей. Автоматизация играет ключевую роль, но именно человек продолжает быть сердцем индустриального ожерелья. Технологи, исследователи, рабочие и инженеры, а также туристы найдут здесь уникальное пространство для деятельности и жизни в природно-климатических условиях, эквивалентных земным субтропикам, а по ряду показателей и превосходящих их. Технология ИСТИ – это единственная концепция, способна ответить на вызовы нашего времени. Она предлагает чистую, энергоэффективную и безопасную транспортную систему на втором уровне, избавляя города от пробок, снижая затраты и решая глобальные логистические задачи.
но ее истинный потенциал раскрывается за пределами Земли. Общепланетарное транспортное средство – это мост между земной цивилизацией и космической индустрией, способный сделать орбитальные перевозки массовыми и доступными. Если человечество хочет расширить границы своего существования, оно должно создавать новые системы передвижения. Только решение UST способно построить индустриальную инфраструктуру за пределами Земли, от рельсо-струнных дорог на других планетах и на Луне до орбитальных струнных транспортных систем в земном экваториальном пространстве. Струнная технология – это не просто транспорт, это способ выживания человечества в новом мире, где доступ к ресурсам и перемещение между планетами станут такими же естественными явлениями, как и авиаперелет. История цивилизации – это история вызовов, в которой человек либо принимает, либо проигрывает. Сегодня перед нами стоит самый масштабный вызов. Необходимость перестроить транспортную систему планеты и освоить космос без разрушения нашей земной биосферы. Принять этот вызов значит обеспечить будущее не только для себя, но и для всей планетарной экосистемы. Струнные технологии – не просто альтернатива, а единственный логичный шаг в развитии земной индустриальной цивилизации. Теперь вопрос не в том, возможно ли это. Вопрос в том, когда человечество осмелится сделать этот шаг.